Вы знаете, вот иногда у нас в сообществе у кого-то выстреливает видео, то есть набирает много просмотров, но много новых людей приходят и узнают типа о нашей деятельности, о мошенниках по Super Mario 4 или же блуперах по Super Mario 4. И вот это недавно произошло у Смита, у него прям видео просто взлетело, я не знаю, типа 15 тысяч просмотров за несколько дней, да? И, кстати, поздравляю Смита, это огромное достижение как для него, так и для нашего сообщества, продолжай в том же духе. Но короче, с этим видео произошло то же самое, что и происходит с любыми другими, по сути, популярными мошенниками здесь. Это то, что вечно вот какие-то есть люди, которые говорят, ты русский СМГ-4, типа, все такое, да? Потому что в контенте, ну, Mario 4, типа, то, что, типа, там сериал по Mario 4, и тут, типа, что-то похожее на это. Вот. И ладно, типа, еще люди, которые говорят, типа, о, ты русский СМГ-4, как прикольно, того с меня лайк, подписка, говорят все в хорошем смысле, типа, нет плохих намерений. Они крутые. Но вот что не круто, и к чему у меня есть претензии, это когда человек берет и обвиняет тебя, типа, о, ты подражаешь СМГ-4, ты олух, ты пи***р, там, я не знаю, ты все такое, вот. Конечно, я немного преувеличиваю, они не настолько агрессивные, но суть понятна. И вот подобные люди нам уже не раз попадались, и вот они бесят просто, потому что они о мошенниках явно ничего не знают, это вот видно, потому что они эту хуйню выстрелили. У них взгляд на мошенника просто максимально узкий, уже чем даже Фимос. И они смотрят даже не на поверхность этого всего, а куда-нибудь на небо, блять, я не знаю. Но у них уже хватает смелости заявлять, что там кто-то кому-то подражает, кто-то у кого-то что-то ворует. Из их заявлений может быть действительно только то, что я пидор. И сейчас я бы хотел ответить на подобные заявления и объяснить, почему мы никому не подражаем. Начнем с того, что очевидно, но почему-то люди это игнорируют. Во-первых, у нас свои собственные персонажи со своими характеристиками, минусами и плюсами. У нас есть свои собственные вселенные, имеющие полностью свою историю и отличающиеся от СМГ-4. Но самое главное то, что мы придумываем свои собственные сюжеты и идеи для видео. Мы ничего не копируем из сюжетов видео у СМГ-4. Вот это самое главное. Мы можем там разве что вдохновиться какой-нибудь концепцией, как я, например, сделал с Цзипинлопом, но это и близко не стоит к подражанию или пародированию. Еще довольно важно подметить то, что у большинства из нас стиль очень отличается от того, что у СМГ-4. Вот гляньте на мое видео и гляньте на какое-нибудь последнее видео СМГ-4. Они же полностью отличаются от друг друга. Исключением разве что может быть тоже Смит, потому что, ну, у него реально очень похожий стиль, но все равно он не подражатель СМГ-4, потому что у него все еще свои идеи для видео, свои сюжеты, свои персонажи, своя вселенная. Свой подход к созданию видео. Это уже его делает очень отличным от СМГ-4 и никаким не подражателем. Еще думаю, здесь очень важно упомянуть то, что СМГ-4 даже не первый человек, который начал делать блуперы по Super Mario 64. Еще что СМГ-4 сам брал, заимствовал какие-то идеи, концепции у других людей. Об этом мне, кстати, рассказал SDRM45, у которого я также попросил провести примеры этого. И он мне расписал этот огромнейший список, по которому я сейчас быстро пройдусь. Начнем с того, что элементы с Mario Kart 64 и бумажным Марио были явно вдохновлены Mario 54321 и Mega Man 765. Да и вообще огромное влияние на блуперы SMG4 оказали вышеупомянутый Mega Man 765 и Mario 54321, а также Флеск Джерта и Starman 3. Они еще имели влияние на его Garry's Mod машинимы, но на них особенно имели влияние другие видео по Garry's Mod по типу Team Fabulous 2, а также сериал, если его так можно назвать, The Gmod Idiot Box, который, кстати, сделан русским человеком под ником DasBossShit. Наверное, я это неправильно произнес, но вы поняли. Вероятно то, что SMG3 был вдохновлен Альберто от Starman 3. SMG4 не первый совместил Garry's Mod с Mario 64. Sweet infant Jesus. SMG4 не первым сделал персонажей по типу Марио тупыми. Старые блуперы SMG4 прям очень похожи на блуперы вот этого человека. Блять, что у меня с микрофоном? Самое популярное видео SMG4, кто выпустил Чомпа, вероятно, основано на вот этом вот старом видео с этой же песней. Некоторые озвученные строки были взяты или же нагло спизжены и присвоены SMG4 из вот этого видео.
Человек под ником МГУ-4 помогал СМГ-4, а также, может быть, был его источником вдохновения, потому что в старых видео СМГ-4 еще не знал, как менять глаза, поэтому он их тупо вот так вот пририсовывал, что похоже на вот это видео от МГУ-4. А когда СМГ-4 все-таки научился менять глаза у Марио, то он использовал не свои текстуры, а чужие, что включает всем известную текстуру косоглазия. Ну и напоследок даже рэгдоллы в Марио Реколоров в Гаррис моде появились гораздо раньше, чем у СМГ-4 и любых других машинимистов. Из этого мы можем сделать следующие выводы. Теперь все знают, что РКСМ говно. Извиняюсь за выражение. А если серьезно, то из этого мы можем сделать выводы, что стоит хотя бы чуть-чуть что-то изучить перед тем, как кого-то в чем-то обвинять. Если вы немного поизучаете, посмотрите, поищите, то вам станет очевидно, что никто никому не подражает. Никто из нас не подражает СМГ-4. Как минимум большинство точно не подражает. И если что, я не хочу как-то тут обсирать СМГ-4. Я не обсираю его, я просто привожу примеры, что он сам не полностью оригинален, он что-то у кого-то брал, заимствовал. Так же самое, как и мы у него что-то брали или взаимствовали. Это не секрет, что большая часть нашего русскоязычного сообщества была вдохновлена СМГ-4. Много кто был им вдохновлен. И вдохновение ни в коем случае не значит подражание, это совсем разные вещи. А на этом все. Если вам интересно, куда я пропадал, то я нихуя не делал, я тупо хуй пинал, потому что мне было хуёво. И если честно, мне до сих пор хуёво. Ждите следующее видео через 800 лет. Всем пока. Ну еще забыл сказать о том, что я даже не русский, блять. Hey,